Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон, и через 3 недели я запускаю свой проект «Эпоха VHS. Перестроечное и постперестроечное кино», в котором я буду обсуждать перестроечное и постперестроечное кино. Обязательно сделаю передачу о вас на Здравствуйте, телевидении. сударь мои! Очень вам благодарны. Здравствуй, Александр! Кузин. Прутков. Этот период в истории кино пользуется дурной славой, и о нем вспоминают скорее как о поставщике бесконечной чернухи, ну или мемчиков. Однако фильмы тех лет заслуживают гораздо большего внимания. Это не какой-то периферийный кинематографический процесс, о котором можно так просто забыть и положить на полку. Дорогие советские женщины, поздравляю вас с праздником 8 марта! Это целый культурный пласт. Никогда ни до, ни после у нас в кино не было столько свободы. Обнаженка, карлики, сатанинские культы, медведи-оборотни, пришельцы, сумасшедшие бандиты и танцы Гитлера со Сталиным. Режиссеры и сценаристы тех лет работали без каких-либо тормозов. Можно сказать, что 80-е и 90-е в русском кино — это карнавал безумия и феерия оголтелости. Это фильмы, которые в наше время невозможно себе представить. И еще труднее понять. Ну и вообще надо понимать, что кино тех лет — это не монолитная структура. Наряду с творениями Эрамджана и Кокшонова снималась, например, «Окраина» Луцика и Саморядова. А шедевры кооперативного кино соседствуют с ранними фильмами Лунгина и Балабанова. В одном пространстве существует эротический мутант и гениальный фильм «Упырь». Конечно, и без трэша не обойтись, так как это одна из главных составляющих кинематографа 80-х и 90-х годов. Но мы будем обсуждать не только трэш, хотя в основном трэш. В списке, который я для себя составил, пока около 200 фильмов. Если все пойдет хорошо, мы обсудим их все. А это очень больно. Я планирую выпускать шоу каждые 2 недели. Ты всматриваешься в бездну, и если это продолжается долго, то и бездна начинает всматриваться в тебя. Мне кажется, что только пережив на себе весь ужас кооперативного кино, можно понять, какие возможности в свое время были упущены и почему наш русский кинематограф сейчас находится в том положении, в котором он есть. В удивительном. Первый выпуск 15 февраля. Я приглашаю вас вместе со мной погрузиться в волшебный мир позднесоветского и раннего российского кинематографа.